Всем привет и добро пожаловать на канал Easy Music. Меня зовут Даша Монакова, я певица, педагог по вокалу, сонграйтер. В последнее время у меня появилось очень много мыслей насчет фонограммы и пререкорда. Я с детства на сцене, и у меня очень большой опыт выступления под минуса, с музыкантами, без музыкантов. Работа на разных площадках, российских площадках, зарубежных площадках, разные телешоу. Поэтому я решила сделать такой разбор полетов. Сравним три понятия: живое выступление, пререкорд и фонограмма. Чем же они отличаются? Рассмотрим сегодня в этом выпуске с примерами звезд. Затронем див Бейонсе, Пинк, Адель, даже группу BTS. Ну и, конечно, я затрону всеми любимого Димаша. Извините, но, к сожалению, придется. И других. Давайте сразу разъединим понятия фонограмма и пререкорд и вообще поймем, что это такое. Фонограмма или фанера — это студийная запись, и артист открывает рот под эту студийную запись, которая изначально была выпущена на всех стриминговых площадках. То есть он просто открывает под студийную запись рот. И все. К сведению, как вообще это происходит? Эта запись уже студийная, она может раза 2-3 прогоняться через Melodyne. Это программа, которая тюнит вам ноты, то есть поправляет по высоте. Звук компрессируется, накладываются большое количество разных эффектов, реверы, дилей, да куча всего, что угодно. Потом уже сводится, мастерится и, собственно, идет к вам в наушники. То есть вы понимаете, то, что очень большая работа над этим треком будет проделана, прежде чем артист выпустит ее в свет. То есть он должен звучать идеально. Пререкорд — это заранее записанный отдельный трек под определенное выступление, либо выступления, и этот трек будет отличаться от студийной оригинальной записи. Но общее то, что, в принципе, под все эти понятия открывают рот, и выступление не будет считаться полностью живым. Фонограмма для меня — это табу для абсолютно каждого артиста. Поясняю. То есть артист выходит на сцену, не уважает своего зрителя и просто открывает рот под вылизанный трек. Вы это сразу заметите, большинство российского шоу-бизнеса делает именно так. Вопросы, 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 вопросы. И как в бреду повторял эти строки. Женщина, не танцуешь. Они успешно опробовали этот метод и закрепились как заядлые фанерщики. Телеканал «Россия-1», Первый канал и другие часто используют именно этот способ. То ли от лени, то ли от нехватки бюджета на саундчек. Хотя не факт. Могу сказать одно, лично от себя. Отстроить звук не так сложно. Есть два варианта мониторинга. То есть как артист может слышать себя на сцене. Мониторинг ушной, мониторинг напольный. То есть когда колонки стоят напротив артиста, и звук его голоса идет ему прямо в уши. Вот. Но при этом он слышит зал. В мониторинге он не будет слышать так хорошо зал, хотя если расставить микрофоны в зал, будет слышен зал. Вот. Но это прямо такой вакуум в ушах создается. Собственно, благодаря этим методам артист слышит себя. На саундчеке, для чего же делается этот саундчек? На саундчеке отстраивается звук каждого артиста, если этих артистов много. И, собственно, под каждого артиста делаются свои настройки. Не будет такого, что ты внезапно там резко начинаешь что-то переключать. Нет, под каждого артиста заранее отстраивается звук. Например, вот личный пример. Так как я участвовала в песнях в проекте, мы заранее, мне кажется, 2 дня или 3 дня, точнее, мне кажется, 2 дня подряд отстраивали звук. То есть у каждого участника этого шоу, а нас было 200 человек, мы отстраивали под каждого звук. То есть, грубо говоря, ты выходишь на сцену и говоришь: хорошо тебе или нехорошо? Слышишь ты себя или не слышишь? Как микрофон прибавить? Громко или тихо? В принципе, при отстройке звука не возникает проблем со слышимостью, не возникает проблем с исполнением, потому что ты заранее можешь это проследить. И скажу больше, крупные артисты
ездит со своими звукорежиссерами, и у них все настройки выставлены заранее. И бывают даже артисты, которые ездят со своим аппаратом, со своей аппаратурой, и у них все заранее уже отстроено. На саундчеке они просто поправляют звук под зал, да, но уже все заранее отстроено, повторюсь. Естественно, что касается фонограммы, почему такое происходит, в некоторых случаях это не просто какая-то лень, либо невозможность саундчека. Это именно то, что артист плохо поет вживую. И вот вам лайфхак. Если ваш Shazam распознает концертную запись, точнее, как студийную, то есть артист поет, вы ставите Shazam, и он распознает там студийку, значит, это фанера. Если же он не распознает, тут уже два варианта. Мы сейчас к этому переместимся. И, кстати, вот вам примеры. Они все очень грустные и все очень понятные. Давайте же обсудим, что такое пререкорд. Сразу говорю, пререкорд очень сложно распознать. Запись будет сделана максимально близко под живое исполнение. Там будет даже, возможно, меньше тюнинга голоса, больше ревера для заполнения, как будто артист поет вживую. Но вы сможете проследить эту фанеру, потому что динамически, когда вы отодвигаете микрофон, да, то вот отодвигаете, звук становится меньше, тише. Но тоже парадокс, реально запись очень будет близка, может быть близка к оригиналу, то есть там все вздохи, ахи, аплодисменты порой прописывают, и очень сложно отличить. Но могу сказать одно, что, конечно, люди с хорошим слухом, люди непредвзятые, конечно же, это все различат, и это сразу слышно. Зачастую, когда идет концерт, и артист поет под пререкорд, будет слышна сильная компрессия голоса. Чем дальше вы отдаляете динамический микрофон, а динамически поют все на концерте, тем звук становится тише и глуше. И в пререкорде вы можете заметить, что шипящие гласные не совсем естественно звучат. Очень отчетливые. Зачастую на концерте такое не происходит. Вы все равно слышите какие-то артефакты. Также, если артист поет под пререкорд, шея, да, по-другому работает. Все-таки, когда человек поет, да, как это есть, шея работает в полную мощь. Да, если звук совпадает с мощью. Или же артист будет двигаться, а звук будет оставаться прежним, идеальным, вылизанным. Такого не бывает. Даже если вы послушаете Бейонсе, я считаю ее достойным примером, как если она поет вживую, то она, кстати, это делает, и очень часто. У нее все вдохи, ахи, они слышны, они очень скоординированы с движением, то есть можно какую-то логическую цепочку привести, почему как бы она вот здесь выдохлась, там в другом месте выдохлась и так далее. Лично я разделяю добросовестный пререкорд и недобросовестный пререкорд. Давайте рассмотрим их подетальнее. Добросовестный пререкорд — это когда у артиста крутое шоу, много поставленной хореографии, светомузыка и, внимание, много электронного и электронных звуков в аранжировке. Потом поясню это. То есть некоторые моменты будут действительно прописаны. Будь то бэк-вокал, будь только припев, то есть он будет у вас дублироваться либо дополнительным голосом, либо основной голос будет тоже дублироваться. То есть это называется double track. Но все равно артист поет свою партию сверху, и его слышно. И другой пример — это если у вас вылезают какие-то сольные местечки, да, когда вы, там, не знаю, устали, когда артист там танцует, ему нужно какую-то ноту выжарить, то есть это поддерживающая партия. Это делают абсолютно все артисты, и это норма. Причем добросовестный пререкорд может даже использоваться с партиями живых инструментов, то есть, да, бэнд играет живьем, а в плейбеке, то есть подложке, существуют звуки, которые никто не играет, но они ставят их для заполнения, для общей массы звука. Этим управляет либо музыкант, либо звукорежиссер. Поэтому даже BTS можно назвать добросовестными,
в этом плане. У них отчетливо слушаются живые рабочие микрофоны и, в принципе, сбивчивое дыхание. Как я пояснила, это нормально. То есть, когда ты танцуешь как crazy, то это, мне кажется, абсолютно нормально. И иметь плейбэк, какие-то бэки, подложки абсолютно адекватно. Пререкорда можно избежать. Ну, им простительно, ведь танцы, поп, музыка, хип-хоп, шоу классное. Вот, тем более, я, насколько знаю, они поют живьем, им достаточно много. А теперь недобросовестный пререкорд. Тут уже поинтересней. Это немного лучше, чем фанера. Артист запарился, пришел заранее на студию, записал все партии для концерта или многих концертов. Микс-инженер это все потюнил, поправил через Melodyne, естественно, конечно. Добавил немножко эффектиков, и вуаля, готова новая фонограмма для концертов, которая отличается от студийной. Шазам не распознает точно. Тут певец может по-другому спеть, он может внедрить новые фразы, новое развитие мелодии, дабы отвести от себя какие-либо подозрения. Повторюсь, сейчас делают очень хорошие пререкорды, и обычный слушатель, тот, который не в творчестве, не испытал это на себе, он не всегда может услышать это. Ну что ж, давайте по примерам. На самом деле я не хотела затрагивать Димаша, но, к сожалению, придется, потому что для меня существует реально непонятная вещь, я хочу в ней как-то разобраться и почему вообще так происходит. До сих пор не могу понять, как настолько хороший певец, хороший, классный вокалист, который вживую поет безукоризненно, поет под недобросовестный пререкорд. Раз он звезда уже мирового уровня, то почему он не может диктовать свои условия и даже на телеканале «Россия-1» выступать живьем? Я просто не понимаю, зачем везде указывать, что Димаш поет только вживую. Да не поет он вживую, ребята. Вот, пожалуйста, 2 видео. Первое — это саундчек, второе — это выступление. И это 2 идентичные записи. Долгим огнем пылать в Англии ненастье. Долгим огнем пылать в Англии ненастье. Не говорите мне, пожалуйста, что это вообще это подложили, то, что нет, это вообще живая запись. Нет, ребят, это фанера. Человек не может идентично спеть хоть одну фразу. То есть там хоть моменты будут отличаться, вздох будет отличаться, атака будет немножко отличаться. То есть всего понемножку, но будет отличаться. Вот для сравнения, другие артисты, тот же канал, тот же конкурс, то же место поют вживую. Я такая думаю, почему? Не уходи далеко, не покидай сожалением. Причем это вокалисты другого уровня, а не более низкого уровня, чем Димаш. Мне могут сказать, да Даша, он же болеет, он же голос боится потерять. Вот мой ответ. Вот возьмем певицу ЛП. Я случайно наткнулась на ее выступление на той же новой волне у Игоря Крутого, нашего замечательного, когда она пела вживую свой сет из песен. Она жутко занижала многие ноты. Но слышно то, что она болеет. И для меня это более какое-то значимое выступление, потому что, человек вышел и отпахал. И это достойно уважения, и пофиг то, что она занижала там ноты. Это не просто выйти, открыть рот. Это труд. Беречь голос нужно. Но опять же, поверьте, при правильной постановке вокала голос не будет уставать. Я вам просто как педагог по вокалу говорю, который работает 12 часов подряд с учениками и вместе с ними поет. Артист — это работа. Например, если у массажиста во время массажа каждого будут болеть руки, то, по сути, он не сможет работать. То есть для меня пререкорд и фанера, они настолько близки друг к другу, что, по сути, это одно и то же. Всех могут поправить, потюнить. Как пример, певица Пинк. Я реально восхищаюсь. Я не видела ни одного выступления под пререкорд, либо фонограмму. Она дает концерты с цирковым шоу, и я лично была свидетелем ее концерта.
все партии музыкантов, то есть все сыграно живьем, бэк-вокал живой, никакого пререкорда, ни добросовестного, ни недобросовестного. Все было живьем, абсолютно все. Она даже специально рассказывала, что дышит сильнее обычного, дабы ее не заподозрили то, что она поет фонограмму. То есть даже по болезни у меня такая позиция: если ты болеешь, если ты не можешь извлечь из себя какой-либо звук, то зачем выступать? Артист выступает для зрителя в первую очередь, не для себя. И я думаю, что зрители будут благодарны ему, если он полечится дома и выступит потом с нормальным голосом, с здоровым голосом, а не просто там больной прохрипит, либо споет под пререкорд, что абсолютно бессмысленно. Да что уж там, на самом деле, недобросовестного пререкорда полно везде. Это всякие музыкальные премии, международные сцены, Тейлор Свифт, Тони Брэкстон и многие-многие-многие. Мне кажется, лучше опозориться живьем, чем обманывать зрителей имитацией пения. Тут, если артист живьем хорошо поет, но это просто открывает многим глазам, что он реально классный артист. А так как бы фанера все прикрывает, и по сути у нас любой может стать певцом. Вот вам пример Мадонны на Евровидении в Израиле. Когда я смотрела это выступление дома, у меня просто кровь из ушей лилась, потому что там все было не в ноты, она так сильно фальшивила, но сама пела при этом. А потом я захожу на YouTube, смотрю это выступление, и там просто ангельский голос, идеально чистый. Вот вам и магия звукорежиссуры. У нас все могут в записи идеально звучать, а живьем не все. В заключение, наверное, скажу, что сейчас реально очень мало артистов, которые полностью выступают живьем. Одно это просто поет он вживую, а другое с живыми музыкантами, бэк-вокалистами и так далее. Просто даже когда люди пытаются имитировать игру, и когда это не очень получается, это достаточно смешно выглядит. Наверное, скажу одно, что пререкорд надо компенсировать зрелищем. Если ты стоишь столбом на сцене и поешь под пререкорд, у меня личное уважение сразу пропадает. Несложно оправдать открывание рта. Кстати, открывать рот в точности очень сложно. Надо же попадать. И я думаю, что артист тратит кучу времени на репетиции под свой пререкорд, чтобы все совпадало. Мне кажется, он просто запаривается еще больше. Ну что, ребята, что вы думаете насчет фанеры, пререкорда и исполнения живьем? Ваши мысли, пожалуйста, фанаты Димаша, не надо на меня накидываться. Я уважаю Димаша, Димаш классный, но просто я реально не понимаю, почему он поет под фанеру, имея классный вокал. Обязательно подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк, если вам понравился этот ролик, если он был полезным, если вы стали лучше разбираться, когда артист поет живьем, когда не живьем, потому что это можно распознать, и если вы знаете, что существует такая вещь, как пререкорд, то вы уже нацелены распознавать, рассекречивать этих ребят. Увидимся. Обязательно подписывайтесь. Пока!